Приветствую всех любителей хорошей фантастики. Работа над третьей частью «Дюны» уже набирает обороты, и, возможно, даже скоро мы увидим триумфальное завершение легенды на больших экранах. Ну а я сделаю это чуть раньше. Сегодня мы пройдемся по основным событиям книги «Мессия Дюны» и разберем, что именно ждет нас в финале кинотрилогии. Мы поговорим о Поле Атрейдесе, человеке, которому удалось стать легендой задолго до своего рождения. О герое, который вышел за пределы человеческих возможностей и стал живым богом, но при этом самым несчастным человеком в галактике. Его появление не было случайностью, а колоссальным замыслом, к которому готовились на протяжении почти 10 тысяч лет сестры ордена Бене Гессерит, вели тайную генетическую программу, переплетая родословные великих домов. Их целью был Квизац-Хаderach, сверхсущество, способное охватить взором те уголки генетической памяти, что закрыты для женщин. Но Пол стал чем-то гораздо большим, чем просто строчкой в их планах. Его мать, леди Джессика, наперекор приказу Ордена обучила сына всему, что знают Бене Гессерит, от техники голоса, заставляющей любого подчиниться, до контроля над каждым нервом и мускулом. К тому же во вселенной Дюны, где компьютеры были под строгим запретом, Пола воспитали как ментата, человека-компьютера, способного обрабатывать колоссальные объемы данных силой разума. Это значило, что интеллект Пола превосходил возможности даже древних мыслящих машин, которые человечество когда-то уничтожило в ходе Великого Восстания. В нем достигла своей вершины генетическая программа, на которую сестры Ордена потратили тысячи лет, стремясь создать того, кто сможет видеть сквозь время. В конце второго фильма Дени Вильнёва мы застали Пола в весьма неоднозначном положении. Он убивает Фей Трауту, свергает с престола императора Шаддама IV и фактически силой берет в жены его дочь, принцессу Ирулан. Казалось бы, это победа, но на самом деле это лишь начало величайшей трагедии. Великие дома отказываются признавать власть выскочки Саракиса, и Пол понимает, что дипломатия здесь бессильна. Он отдает приказ, которого так сам боялся – отправить легионы фрименов на орбиту. Начинается священная война – Великий Джихад. События третьего фильма начнутся спустя 12 лет с тех пор, как Муаддиб сокрушил дом Харконненов и вырвал корону из рук Шаддама. Но то, что начиналось как месть за отца и борьба за свободу, обернулось небывалым в истории пожаром. Священный джихад, который Пол в ужасе видел в своих ранних пророчествах, пронесся по обитаемой вселенной. Легионы фрименов на кораблях гильдии посетили тысячи миров, оставляя после себя либо фанатичную покорность, либо пепел. 61 миллиард жизней – такова была цена установления нового порядка, где Аракис перестал быть просто песчаной ловушкой на краю галактики, превратившись в ее бьющееся сердце. Теперь Дюна – это столица мироздания, золотая клетка, выстроенная вокруг пророка. Бывшая скромная резиденция в Аракине сменилась колоссальным храмовым комплексом, чьи шпили пронизают небеса, а залы настолько велики, что внутри них могли поместиться целые города. Ежедневно сюда, задыхаясь от благоговения, прибывают миллионы паломников. Они пересекают световые годы лишь ради того, чтобы увидеть край плаща своего живого бога или вдохнуть священную пыль у стен его дворца. Сам Пол восседает на троне, который тяжелее любой горы. Он не просто император, он мессия, чье имя выкрикивают в молитвах на миллионах языках. Но за внешним величием скрывается трагедия. Его дар предвидения, когда-то спасший ему жизнь, превратился в тюрьму. Пол не просто правит империей, он по секундам проживает будущее, которое уже не может изменить. Его дар – это доступ к темной бездне времени, мужской части генетической памяти, которая веками была закрыта для женщин Бене Гессерит. Он видит предательство до того, как они задуманы, и чувствует горечь утраты задолго до самой смерти. Мир вокруг него меняется, Аракис из пустыни постепенно превращается в оазис, а фримены из суровых воинов пустыни превращаются в сытых чиновников и жрецов. Аракис, который веками был воплощением ада, начинает зеленеть. Там, где фримены раньше боролись за каждую каплю влаги и жизнь измерялась литрами воды, теперь шумят открытые каналы, но за всем этим фасадом процветания скрывается экологическая катастрофа, которую Пол осознает острее всех. Вода – это яд для Шай-Хулуда, а без червя нет пряности, а без пряности галактика останется без ментатов, живых компьютеров, чей разум заменяет человечеству запрещенные машины.
Лишенная меланжи, галактика неминуемо деградирует, и связь между мирами оборвется, превращая некогда единую Вселенную в рассыпчатую, одинокую планету. Муадиб оказался в жестоком тупике. С одной стороны, кровавый джихад, который он вел ради мира, теперь кажется ему бессмысленным. С другой, тот цветущий рай, в который он превратил Аракис, в долгой перспективе ведет к гибели цивилизации. Даруя своему народу жизнь и прохладу садов, он лишает человечества будущего, лишая его пряности. Пол видит, как его триумф оборачивается медленным угасанием разума во всей Вселенной. А тем временем против Пола Атрейдеса зреет заговор, и объединяются силы, которые прекрасно понимали, к чему приведет отсутствие меланжи. Они веками направляли историю человечества, но теперь оказались не у руля. Первой в этой коалиции была космическая гильдия в лице навигатора Эдрика, существа, превратившегося в подобие рыбы из-за постоянного пребывания в парах пряности. К ним примкнулись сестры Бене Гессерит и орден Беннет Лейлаксу, мастеров биологической инженерии и лицеделов, способных менять облик. Для них не существовало морали, лишь вопросы энергии и силы. Заговорщики понимали, чтобы победить пророка, нужно скрыть свои действия от его взора. Эдрик, обладая собственным даром предвидения, служил завесой, окутывающей заговор туманом, который не могло пронизать око Муадипа. Главным орудием внутри дворца стала принцесса Ирулан. Она была законной женой Пола лишь на бумаге, холодным политическим символом, запечатавшим его право на трон. Ее обида, копившаяся 12 лет, была остра как никогда. Пол не только сверг ее отца, лишив его империи, но и ни разу не разделил с ней ложе, оставаясь преданным лишь своей единственной любви – Фрименке Чане. Бене Гессерит умело воспользовались этой ревностью, поручив Ирулан тайную миссию – не допустить появления наследника у Атрейдесов. Пользуясь своим положением, принцесса годами подмешивала в пищу Чане противозачаточные средства, обрекая ее на бесплодие. Но интуицию Фрименки невозможно обмануть вечно. Чане, почувствовав неладное, обратилась к древним знаниям своего народа. Она перешла на диету пряности, употребление меланжи в огромных, почти смертельных дозах, чтобы очистить плод от влияния ядов. Жизнь зародилась вопреки всему, но эта победа несла в себе семена трагедии. Диета пряности заставляла плод расти слишком быстро, выжигая силы матери изнутри. В разгар этой тихой домашней войны заговорщики нанесли сокрушительный удар. Во время покушения в городе было взорвано запрещенное устройство – камнежог. Ослепительная вспышка радиации навсегда выжгла Полу глаза, оставив на их месте лишь пустые глазницы. Но произошло чудо, которое ужаснуло его врагов. Муадиб не ослеп. Его пророческий дар был настолько силен, что он продолжал видеть мир в мельчайших деталях, точно зная, где находится каждый предмет и каждый человек. В этот момент Беннет Лейлаксу ввели в игру свой главный козырь – голод Дункана Айдахо. Воскрешенный учитель Пола, теперь носивший имя Хейт, предстал перед ним с искусственными глазами и разумом ментата. В него была заложена скрытая программа – в минуту величайшего горя убить своего господина. Этот момент настал в Сииче Табр. Чани умерла во время родов, успев дарить миру близнецов – Лето II и Ганиму. Когда Пол скричал от невыносимой боли, потери, Гола занес руку для удара. Но в этот момент случилось невозможное. Преданность Дункана, дремавшая в его клетках, восстала против генетических уз. Память вернулась к нему, и Хейт снова стал Дунканом, навсегда разрушив планы заговорщиков. Лидер Беннет Лейлаксу, Сики Талия, попытался нанести последний удар, предлагая Полу сделку – жизнь Чани в обмен на власть империи. Но Пол отказался. Он не хотел видеть свою любовь бездушной куклой в руках врагов. Теперь Пол был по-настоящему слеп. Оставив новорожденных детей на попечение сестры Алии, он выбрал путь, достойный Фримена. Согласно древнему закону, слепой должен уйти в пустыню, чтобы не обременять племя. И Пол ушел. Он шагнул в бескрайние пески Аракиса, превращаясь в вечный миф. Леди Джессика находилась на далеком Каладане. Пережитые испытания и жизнь в окружении фанатиков выжгли в ней прежнюю человеческую мягкость. Она потеряла ту эмпатию, что когда-то связывала ее с близкими, став воплощением холодного разума Бене Гессерит. Она прекрасно понимала, что именно ее поступок, решение родить сына вместо дочери, вопреки приказу Ордена, запустил цепную реакцию, приведшую к гибели миллиардов людей.
Вина за хаос во Вселенной тяжким грузом лежала на ее плечах. Она планировала взять под контроль воспитание внуков, надеясь направить их по пути, который исправит ее ошибки. Алия, оставшись регентом на троне, начала слышать внутри себя шепот тысяч голосов мертвецов. Среди них громче всех звучал голос ее деда, барона Владимира Харконнена. Трагедия Алии заключалась в том, что пока брат уходил в чистую пустыню, она медленно превращалась в то самое зло, которое Атрейдесы клялись уничтожить. Империя осталась в руках безумной святой и детей, которые были старше самой истории, потому что обладали памятью тысяч предков, но сумели овладеть ситуацией и не поддаться древним голосам внутри себя. Пока Алия теряла разум в золотых залах дворца, близнецы в тишине своих покоев обсуждали золотую тропу. Ганиме предстояло сохранить род Атрейдесов, а Лето превратиться в мутанта, слившись с песчаной форелью, чтобы стать бессмертным богом-императором. И на этом я заканчиваю историю Пола Атрейдеса. Но история Дюны только начинается. Впереди ждет невероятное правление Лета II, императора, который, принеся в жертву свою человечность и слившись с песчаным червем, будет железной рукой вести человечество целых 3000 лет по своей золотой тропе. Напишите в комментариях, хотели бы вы услышать продолжение про Лето II. Если вам понравился этот разбор, подписывайтесь на канал и ставьте лайк. Это очень помогает продвижению таких глубоких сюжетов. До скорых встреч!